Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы поговорим о самых странных и необычных фермах мира. Вы когда-нибудь задумывались, как выглядит ферма, на которой выращивают не только привычные овощи и фрукты, но и ядовитых змей, пиявок или даже жемчуг? В этом видео мы расскажем о местах, где традиционное сельское хозяйство встречается с креативностью и инновациями. Приготовьтесь увидеть плавучую ферму коров, ферму генно-модифицированных коз и даже жуткую ферму тел. Мы покажем вам, как выращивают еду в условиях нулевой гравитации, как производят самый дорогой в мире кофе, и расскажем, зачем Папиримскому нужна собственная ферма. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Готовы увидеть, как можно совместить природу и технологии? Тогда устраивайтесь поудобнее и поехали. Плавучая коровья ферма. Нидерланды. Жить на воде и питаться едой из ресторана – многие так мечтают провести свой отпуск. А что если мы скажем, что у счастливых коров из Нидерландов так проходит обычный день? Необычная ферма коров появилась в 2019 году в порту Роттердама. Там возвели плавучий коровник и поселили в нем около 30 животных. Да-да, хлев с коровами плавает в акватории гавани. Невероятно! Первая в мире плавучая ферма площадью 1200 квадратных метров является детищем Питера и Минке ван Вингерден из компании «Беладон», специализирующейся на постройке плавучих конструкций. Здание обогревается с помощью солнечной энергии и включает в себя 2 этажа. На первом проводится переработка молока и смешивание кормов для коров, а также выращивается зелень. На втором находится оборудованный хлев для проживания 40 особей. Кормят коров на плавучей ферме остатками зерна из местных пивоваренных заводов, из кафе и ресторанов. Также животные выходят по пандусам пастись на участок земли, расположенный рядом с фермой. Доит коров робот, еще один убирает отходы. Владельцы плавучей фермы считают, что такой инновационный подход поможет решить проблему сокращения земель сельскохозяйственного назначения. Змеиная ферма. Таиланд. Змеиная ферма была создана в 1923 году в Бангкоке как часть мемориального института королевы Саоваби. Там обитают более 50 видов опаснейших рептилий. Зачем же самых ядовитых змей собрали в одном месте? Фермеры извлекают из них яд, чтобы разрабатывать лекарства от укусов змей и проводить исследования. Работа фермеров очень опасна. Одно лишнее движение и летальный исход. Но вместе с этим их миссия очень важна. Приготовленные здесь противоядия жизненно важны для лечения людей, укушенных змеями. Ведь в Таиланде, где водятся множество видов опасных для людей змей, производство противоядий является задачей номер 1. Змеиную ферму ежегодно посещают более 40 тысяч туристов, из них 60% – это иностранцы и 40% – жители Таиланда. Так, за небольшую плату вы можете увидеть, как доят смертоносную змею. Также можно познакомиться с разными видами змей, почитать информацию про них и даже посмотреть документальный фильм. Кофейная ферма Black Ivory, Таиланд. На севере Таиланда, на границе с Лаосом, расположилась еще одна необычная ферма – Black Ivory Coffee. Здесь производят самый дорогой кофе в мире, стоимость которого составляет от $1000 США за килограмм. Эксклюзивный кофе Black Ivory хорошо известен многим ценителям ароматного напитка. Но знаете ли вы, как именно его производят? На кофейной ферме, кроме двуногих, есть и четырехногие сотрудники – слоны. Им поручена самая важная и ответственная часть работы. Созревшие кофейные ягоды скармливают слонам. А сделать это не так уж и просто. Попробуйте накормить слона тем, что он не ест. Под воздействием желудочных ферментов кофейные зерна приобретают новые качества. После дефекации животных специальные сотрудники фермы тщательно очищают слоновый навоз и извлекают из него очищенные кофейные зерна. Так они получают бесценное сырье для производства кофе Black Ivory. Уникальный кофе обладает совершенно особенными вкусовыми и ароматическими качествами. А из-за взаимодействия зерен с желудочной кислотой в пищеварительном тракте слона такой кофе отличается полным отсутствием горечи. Ферма пиявок. Великобритания. Впервые медицинских пиявок стали привлекать в лечебных целях еще в 17 столетии. Думаете, с развитием современной медицины их перестали покупать? А вот и нет.
Использование пиявок для лечения людей по-прежнему остается актуальным даже в 21 веке. В Великобритании, в городе Суонси, есть хозяйство, которое профессионально занимается массовым разведением пиявок. Биоферма пиявок совершенно не похожа на ферму в привычном понимании слова. Она скорее напоминает современную лабораторию, светлую и абсолютно стерильную. Эта ферма поставляет пиявок в оздоровительные центры, больницы, ветеринарные клиники самых разных стран Европы. Иногда поставки превышают цифру в 60 тысяч особей. Владельцы организации зарабатывают на пиявочном производстве около $2 миллионов в год. Примечательно, что в мире существует более 400 видов пиявок, но в медицинских целях используют лишь один вид. Каждая отдельная особь используется для проведения процедуры лишь один раз, после чего ее умерщвляют. Жемчужная ферма. Французская Полинезия. Во французской Полинезии, заморском сообществе и составной части Франции есть небольшая семейная ферма, которая выращивает жемчуг в естественных условиях. На Гаугуинс Перл Фарм выращивают самый высококачественный и самый дорогой в мире черный жемчуг, который не вредит популяции моллюсков в океане. Жемчужные устрицы упаковываются в корзины или сетки, которые подвешиваются вертикально на глубине около 6 метров. Они остаются там в течение 2 лет, пока в их раковинах не образуется жемчуг. Акваферма расположена на острове атолле Рангероа, и любой желающий может посетить ее. Во время необычной экскурсии туристы узнают много нового о процессе и технологиях производства, поэтому если вы носите украшения из жемчуга или вам просто интересно все, что связано с этими камнями, то вам непременно стоит посетить эту удивительную ферму. Ферма по разведению Саланган, Малайзия. А вы знали, что суп с гнездом птицы считается деликатесом? Это одно из самых дорогих блюд в мире. Так вот, в малайзийском городе Джорджтаун находится одна из самых оригинальных ферм планеты. Ферма по разведению Саланган. На первый взгляд ничего необычного, но главной целью заводчиков являются гнезда Саланган, уникальный деликатес, который ценится гурманами во всем мире. Восточные саланганы вьют гнезда из собственной слюны, которая в застывшем состоянии представляет собой довольно твердое вещество. Добыча уникального деликатеса на протяжении сотен лет велась естественным образом. Людям приходилось рисковать жизнью и забираться в опаснейшие скалистые места и в пещеры, которые птицы выбирали для гнездования. Благо, что сегодня этих птиц научились приручать. Для фермы используют бетонное сооружение, возведенное на незаселенной людьми территории. Там нет окон и царит полная тьма. Также специалисты опрыскивают эти своеобразные пещеры специфическим запахом, чтобы саланганы прилетали на него. Кроме того, для привлечения птиц используется специальная аппаратура, издающая различные звуки. Ферма коз-пауков, США. Посмотрите на этих коз. На первый взгляд они ничем не отличаются от других. Но на самом деле эти козы – уникальные генетически модифицированные животные, к которым был привит ген паука. Оригинальная ферма расположена в США в штате Юта. Внешне эти животные вполне обычные. К счастью, они не ползают по стенам, как членистоногие. А вот в их молоке намного больше белка. Но главная особенность коз заключается в том, что они дают молоко, содержащее шелк паука. Поэтому абсолютно все производящееся на ферме молоко идет на вторичную переработку. Содержащийся в молоке шелк выделяют особым способом, после чего используют для производства самых разных материалов и принадлежностей. Для аналогичного количества понадобились бы около 1 миллиона пауков. Кроме того, пауков сложно выращивать. Если их поместить слишком близко друг к другу, они станут каннибалами. Поэтому решение привить козам ген паука было гениальным. Ферма Папы Римского, Ватикан. Вы знали, что у Папы Римского есть собственная ферма? Да, продукты питания на столе понтифика выращивают на его собственной ферме. Она расположена в небольшом городке Кастель-Гандольфо, возле летней резиденции, основанной в 17 веке. Ферма Папы Римского занимает более 20 гектаров. Здесь имеются и земли для пахоты, и сады с плодовыми деревьями, и оливковые рощи с тысячами деревьев, и виноградники, и, собственно, ферма. Животные содержатся в небольших зданиях, украшенных мозаикой, построенных в 20-х годах. Куры свободно выгуливаются на просторной территории. Отсюда папа получает органические яйца от куриц, которых кормят проскурами. Помимо кур на ферме выращивают страусов и каплунов, некоторые из которых непременно попадают на рождественский стол самого понтифика.
Также здесь живет несколько десятков коров, из свежего молока которых изготавливаются сыры и йогурт. Ферма папских вилл в Кастель-Гандольфо ежегодно обеспечивает едой римских бедняков. Часть молока поступает в Ватиканский супермаркет, а некоторая сельхозпродукция попадает в магазины Рима. Но все же ферма Папы Римского – это место, где заботятся не столько о прибыли, сколько о людях, о животных и об окружающей среде. Ферма тел, США. Это самая жуткая ферма в мире. Большинство людей никогда не слышали о подобном, а если даже и слышали, то вряд ли отважатся посетить. Тем не менее, ферма тел существует и не одна. Фермы тел представляют собой специализированные научно-исследовательские учреждения, где изучается разложение человеческого тела в различных условиях. Это огороженная территория, где человеческие трупы разлагаются естественным путем – на солнце и в тени, под землей и на земле, повешенные, лежащие под полимерными пленками, в багажниках или в емкостях с водой. Все время исследователи следят за состоянием тел, смотрят, когда и какие насекомые и животные начинают их поедать. Собранные данные очень важны для судебно-медицинской экспертизы. В США существует 7 таких ферм. Кроме того, подобные учреждения начинают открывать и в других странах. А большинство тел, расположенных на фермах, принадлежит тем, кто еще при жизни пожертвовал свои тела науке. Космическая ферма Вегги. Если люди когда-либо собираются колонизировать космос, они должны найти способы выращивать там пищу. Но о том, что рацион астронавтов должен включать свежие овощи, заговорили только в 2014-15 годах. До этого люди на орбите получали только обезвоженные продукты сухой заморозки, поэтому специалисты НАСА разработали систему выращивания овощей под названием Veggie. Veggie была спроектирована так, что она не требует особого ухода, потребляет мало энергии и имеет низкую стартовую массу. Ее впервые доставили на Международную космическую станцию в апреле 2014 года, а уже в августе 2015 в меню астронавтов была включена свежая зелень, выращенная в условиях микрогравитации. Астронавты собрали первый урожай красного салата ромен. Ферма Veggie имеет размер примерно с ручную кладь и обычно вмещает 6 растений. Каждое растение растет в своеобразной подушке, заполненной почвой для роста и удобрения. Подушки помогают распределить воду, питательные вещества и воздух вокруг корней. В качестве источника света используются светодиоды, поэтому система не тратит энергию на выработку тепла. Сегодня на Veggie успешно выращиваются различные растения, в том числе 3 вида салата латука, китайская капуста, горчица, красная капуста и цветы линии. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, какая ферма впечатлила вас больше всего.